Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам на обзор представить бесконтактный термометр. Этот термометр считается лобным термометром. С помощью него измеряется точная температура. Называется он DT8836. Стоит данный термометр 2635 рублей на Яндекс.Маркете. Но этот термометр, который я вам сейчас покажу, с регистрационным удостоверением, точно такой же термометр без регистрационного удостоверения стоит всего лишь 850 рублей. То есть вы за бумажку платите больше, чем за термометр. Но это если он берется для больницы, либо для предприятия сейчас на ковид проверять, тогда вам это удостоверение будет необходимо. В противном же случае в нем смысла нету. Также на Яндекс.Маркете есть другие подобные термометры инфракрасные ДТ. Цену можете посмотреть на скриншотиках. Специально для вас сделал выборку. Это на декабрь 2021 года цены. В комплекте с термометром идет в коробочке, собственно, сам термометр и две мизинчиковые батарейки. Батарейки вставляются весьма легко, хватает их надолго. Вот вы видите сам инфракрасный датчик, которым измеряется температура, клавиша, на которую нажимается, и отсек для установки батареек. Вот, захлапывается очень просто. По характеристикам. Время измерения полсекунды. У данной модели термометра есть память на 32 измерения. То есть 32 измерения сделали, 33 делаете, первое стирается. И так в памяти все время можете посмотреть последних 32 измерений температуры. Пользоваться новым термометром надо, если верить инструкции, то вставляете батарейку и перед первым использованием ждете 10 минут. Если устройство длительное время не использовалось, то оно сначала снимет показатели окружающей среды, то есть какая температура в помещении, где вы измеряете, а потом уже сможете мерить температуру либо человеческого тела, либо поверхности предметов. Он еще и как тепловизор работает, что очень удобно, и это абсолютно разные режимы. Дальше я вам покажу. Термометр будет некорректно работать, если будет контакт с волосами или потом. Может помешать поток воздуха, то есть ветер, и большое расстояние до измеряемого предмета. Если вы термометр, допустим, выносите с помещения на улицу или с улицы назад в помещение, и большая разница температур в помещении и на улице, то нужно подождать 20 минут до его использования, иначе он будет показывать температуру некорректно. Это важная информация. Также у термометра есть сигнал тревоги. По умолчанию он стоит на 38 градусов. Когда вы человеческое тело измеряете, если температура выше 38, то термометр подаст звуковой сигнал. Вот табличку вы можете посмотреть, какая считается нормальная температура в зависимости от возраста. То есть новорожденные 36,8, 6 месяцев ребенку 37,4, 1 год 37,4, 3 года 37,4, 6 лет 37, взрослый 36,8, старше 65 лет 36,3. Считается лобным, но им также можно измерять поверхность тела, внутренняя со стороны кисти и лба, а также орально, аксиллярно под мышкой, в ухе или ректально даже. Но, естественно, это бесконтактный термометр, поэтому просто подносите. Собственно, вот так вот выглядит сам термометр. Он очень легкий. На нем есть голограмма. Ну, поскольку этот термометр шел с сертификатом, не знаю, есть ли на модели без сертификата голограмма или нет. Включается вот как пистолет, на курок нажимаете, он включен. Сейчас в режиме тела термометр включен, поэтому не показывает температуру. А вот на руку навел, видите, 36,5. То есть нормальная температура, все показывает. Сейчас вот опять нажимаем на курок и переводим режим в измерение поверхности. Сейчас он покажет температуру поверхности письменного стола. Вот видите, 23,6 градуса. И если навести на руку в этом режиме, то, видите, в режиме тела он не показывает температуру. Но если вы наведете на руку, то он покажет температуру неправильно, если в режиме поверхности будет. А вот если в режиме измерения человеческого тела, то это показывает правильную температуру. Потому что термометр в данном случае вычисляет разницу между комнатной температурой, температурой окружающей среды, и температурой вашего тела. Поэтому обязательно надо включать режим боди для точного измерения.
противном случае он будет просто измерять температуру поверхности, и она не будет совпадать с температурой человеческого тела. Также у данной модели термометра присутствует память на 32 измерения и кнопочка подсветки. То есть можно включить подсветку. Батарейки, естественно, сядут быстрее, но если вам нужно измерять температуру в темноте, это очень удобно. Вот сейчас подсветка выключается длительным нажатием клавиши на подсветку. Это вот информация такая на самой коробочке есть, дублирует инструкцию, которая идет в комплекте с термометром. Основные параметры. Теперь, друзья, давайте посмотрим, как листается показания предыдущих измерений. Вправо и влево есть стрелочки, как бы вверх-вниз, и видите, слева внизу идет, какое измерение было, 24, там 25, 26, и какую температуру он намерял. Тут все вместе в одной куче, и температура поверхности сохраняется, и температура тела, которую вы измеряете, сохраняется оно автоматом. И, к сожалению, не посмотреть, когда был замер, какого числа, в какое время это было все измерено. Поэтому, ну так себе функция. Она есть, конечно, посмотреть можно, но как вы будете запоминать, когда это было измерение сделано, я не знаю. Поэтому для меня, я считаю, это, ну так, бессмысленная вещь. Но есть. В общем-то, вот и весь небольшой обзор, друзья. Возможно, кому-то пригодится. Градусник хороший, брать можно. Все, всем пока. Спасибо за внимание.